Подождите, прямой эфир. Арсений Игоревич, МВД России. Да. Печать не по ГОСТу, печать 52 Все хорошо. миллиметра. Нет, подождите, не ознакомились еще. Во-первых, Да, давайте мы по читаем. штрих-коду сразу посмотрим, кого вы представляете. Вы вообще иностранные агенты. Вы вообще зарегистрированы в США. У вас здесь есть такая? Вообще на каких Почему мы полномочиях? должны разговаривать с этими людьми, которые Мы не акцептуем ваши предложения. Мы не акцептуем ваши вообще оферты. Просим удалить. Все ваше забирайте. Хорошо, но вопрос не понял. Все ваше забирайте. Здесь Вы не задаем государственный вопросы. орган. У меня тоже к вам вопрос. Вы госорган или юрлица? Не приезжать Вы? к нам. Хорошо. Юридическое Вы лицо. иностранный Какие вы агент. госорганы? Вы о чем спасибо. говорите? Здесь живут живые Вы люди. обычная Живые торговая люди. компания. Царская империя – это истинная Божья Церковь, единственная, не зарегистрирована на лапе Антихриста. Называют сектой, а если бы мы были, не дай Бог, зарегистрированы у них, то мы бы не были бы сектой, понимаете? Все, кто им не угодно, это секта. С нами Господь, с нами Царь-Батюшка, и они охотятся за нами, потому что через Царя-Батюшку Господь открывает правду, кто они есть на самом деле. Срывает с них маски. Знаем, что таковой страны, как РФ, Российской Федерации, не существует. Эта организация, она зарегистрирована в США и Великобритании. Чтобы вы знали, люди, что не существует ни полиции официальной, то есть это наемники, это азиаты, таджики, мусульмане, они наняты для того, чтобы подавлять просто народ. У них ничего святого нет, им не жалко ни женщин, ни детей. Они приезжают в обитель Царя-Батюшки, просто вламливаются, пытаются забрать детей, насиловать монахов, и при этом они рассказывают, что мы так переживаем за ваших детей. Они приезжают, да, наших детей и ищут, и неизвестно, что они хотят, их уколоть на органы или еще что. Мы истинно верующие православные люди, мы правильно воспитываем детей, мы их не держим. Просто за детьми охотятся, дети им нужны. 49 РВ 73 регион. Вот, а дети надо, покоя никак не дадут. Ответственность приучили за 2 года к эвакуациям в школах и садах при возникновении пожара, стрельбы, угрозы минирования или другой опасной ситуации. Но сейчас обкатывается новый вид эвакуации с дислокацией ребенка отдельно от семьи. Например, в Ивановской области были школьные эвакуации, причем родителям об этом не сообщали, а детям запрещали звонить. В Москве проходили учения по эвакуации и погрузке населения в железнодорожный транспорт. Такого никогда ранее не было. Нас вовсю готовят к применению закона о принудительной эвакуации. Согласно нововведениям, при объявлении режима ЧС граждане обязаны покинуть территорию, то есть вводится принудительная эвакуация. В случае нахождения детей в детских садах и школах на момент возникновения чрезвычайной ситуации дети эвакуируются отдельно от родителей. Мало кто из взрослого населения покинет свои дома добровольно в места эвакуации. А если увезут детей, то родители, конечно, пойдут за чадом. Проходить эвакуации будут по новым ГОСТам, в которых говорится: население будет следовать к месту эвакуации. Эвакуация будет проходить под конвоем. Людей поведут пешими колоннами, кому не хватит транспорта, по 500-1000 человек. В день предусмотрено проходить 30-40 километров. И в случае эвакуации родителям даже забрать ребенка будет невозможно, потому что детей силовые структуры загрузят в автобусы. Такие репетиции уже проходили в 2021 году в городе Алексеевка Белгородской области. Происходит выполнение плана мероприятий по эвакуации из объекта детей. Куда? Либо на территорию с последующим распределением, закрепленные за объектом места для эвакуации. Родители как об этом должны узнать? Родители узнают в соответслии с принятым в учреждении порядком оповещения. Их должны родителей. заранее об этом, ознакомить вообще как? Ну а как? Есть Нет, документы за каждым... для служебного пользования, которые родители должны знать заранее, если будет территория, эвакуируются ЧС, дети, да, куда их эвакуируют, на какую куда территорию? их в режиме ЧС эвакуируете. есть Мы ряд обязаны это документов. знать. Никому, кроме определенного перечня лиц, ответственных за данный объект, данный документ не доводится.
Вы можете не Как возмущаться, вы Как можете не... это? Вот так это. Ну как Потому это? что есть сведения, которые запрещены для распространения Вы вот- неограниченного круга лиц. Скажите, у вас Понимаете? ведь есть дети тоже? Конечно. Вот, вы представляете, вы приходите в школу, говорят, там ЧС, и ваших детей куда-то увезли. И вы вот Не сидите, куда-то увезли, а увезли в определенное место, предназначенное для эвакуации. но родители В смысле? заранее должны знать. Подождите, родители не должны об этом знать, потому что родители могут быть потенциальными распространителями данной информации. В настоящее время в школах РФ массово идет установка рамок металлодетекторов под видом борьбы с терроризмом. Карта учащегося реализуется в школах в рамках пилотного проекта «Социальная карта москвича». Сама карта содержит всего два элемента – микросхему, чип и плоскую обмотку-антенну, используемую как для электропитания карты, так и для связи с турникетом. Наведенное турникетом в антенне напряжение достаточно велико для того, чтобы после выпрямления и стабилизации снабдить карту энергией, необходимой для обработки информации и посылки обратного сигнала. Таким образом, сканер облучает чип в карточке, и она работает как микроволновка, испускает лучи. При этом не ведется никакой разъяснительной работы с руководителями образовательных учреждений, учителями и родителями, что в данных устройствах используются радиоволновые сканеры-облучатели, взаимодействующие с картой учащегося, работающие на частоте 13,56 МГц, совпадающей с частотой, которая применяется в медицине для активации межклеточной жидкости онкоклеток. Поэтому мы не собираемся отдавать, мы бережем воспитание наших детей. Они вот все время ездят, знаете, все. Сначала начали с нас. Почему? Потому что мы не молчим, потому что с нами Господь. Господь через царя-батюшки поднимает наш дух. Хватит это все терпеть. Вы посмотрите, что вокруг творится. Возвращает за границы с больниц пустое тело просто. Они уже просто перешли все границы. И сейчас они ездят, якобы переживают. За кого они переживают? Они переживают только за то, чтобы получить зарплату побольше. За каждого взятого ребенка они получают очень нормальную сумму, как они считают. Но они не понимают, что и до их семей дойдет. Сейчас они пешки в руках вот этих черношляпников. А дойдет до их семей, и с ними будет точно так же. И с вами, если вы будете молчать. Отдавать детей иудеям, мусульманам под американское воспитание мы своих детей отдавать не хотим. Наши дети, Богом нам данные, принадлежат только своим родителям. Русские или нет? Кто будет решать? Кто это решает? Ты, имеющий на себе печать антихриста, и имеющий документы, что ты служишь США, ты будешь мне говорить, кто я, русский или нет? Ты будешь указывать мое гражданство? Я верно подданный помазанника Божий и милости Божией останусь с ним до последнего моего издыхания. Ты не будешь мне указывать юрлицо или физлицо, не вам нам указывать, не вам нам говорить, кто мы, когда мы блюдем каноны святых апостолов и стремимся их сохранить. Кои бы все похули. Каких вам детей надо? Приехали тут нам, давайте детей. Каких детей тебе надо? Ты, кто халуй у семени этого жидовского, иудейского. Каких детей тебе надо? Вы во всем каналам пронесли имя нашей церкви, как секты. Какой секты? За то, что мы Бога не хотим предавать, а то, что мы стремимся каноны святых апостолов блюсти, не предавать Христа Бога нашего, не хотим регистрировать нашу церковь. Христос воскресе! Мы чада Русской Православной Церкви Царской империи. Мы вышли из фирмы РФ Российской Федерации, которая зарегистрирована под номером 531 298 725, код 911.1. Зарегистрирована она в Америке, в США. То есть мы не хотим принадлежать ни к Америке, ни к США. Мы живем на земле русской, мы русские, мы живые люди. Вот. Живаго Бога, верующие, православные люди. Сейчас такая ситуация, что мы живем, мы никого не трогаем.
Мы хотим жить спокойно со своими детьми. Мы хотим их обучать. Хотим обучать православию, обучать наукам тем, которых мы хотим. И русский, и математика, и разные. То есть развивать, как мы считаем нужным. Потому что мы свободные люди. Эта система навязывает нам свои принципы, что мы должны их отдавать в школы. Все эти школы, так же как эта фирма РФ, принадлежит той же самой Америке. Мы не хотим этого образования американского, нам это не надо. Мы хотим, чтобы наши дети были русские, православные, любящие Бога. Сейчас в эту РФ массово сгоняют мигрантов. Опять же, все школы, да, детские сады. Мы ничего не имеем против других культур, но мы не хотим, чтобы наши дети как бы специально были зажаты в эти рамки и обучались в этих школах, где детки будут все собраны разных культур. Мы хотим, чтобы дети у нас обучались именно православию. Живой человек, живая женщина Нина. Живая в обители Боголюбова уже несколько месяцев. Хочу заступиться за наших детей. Недавно приезжали непонятные люди, которые угрожают, что заберут у нас детей. Мы, православные христиане, не позволим и не допустим этого никогда. Мы матери, русские матери, которые хотим воспитывать наших детей в православии. В семью не имеет права влазить никто. Это Богом так и создано, что каждая семья, каждая воспитывает индивидуально своих детей. Тем более православные. Тем более наша Боженька так создала нас, что мы должны каждой своей семьи выносить, каждое свое воспитание, каждый по-разному. Так согоняют, что в садике согнали всех уже. А теперь вообще в эту систему, вообще немыслимую, вообще далекую, для нас она нам не нужна. Факты в плане смышленности ребенка, развития ребенка, что он совсем другой стал. Вот. И опыт, какой опыт? То ли, в общем, небо и земля, что в миру нам диктуют беззаконные власти, и какой здесь. Какая здесь у нас жизнь? Рядом с царем-батюшкой в Церкви Христовой. И как Господь помогает через святое причастие. Кому отдавать детей? Иудействующим беззаконникам, которые служат короне английской? Христос воскресе! Я верующая православная христианка, верно подданная государя Зосимы Романовой. Верю всем сердцем, что Русская Православная Церковь Царской Империи истинная. И все, кто собрался в обитель Боголюбова, в это верят всем своим сердцем. И вот мы видим и чувствуем боль очень сильную, когда к нам приезжают на нашу обитель, нападают слуги антихристовые. Иудействующая власть, которая пытается отнять у нас самое драгоценное, от материнского сердца, оторвать наших деточек. Только вот никак не могу понять, какие права они имеют на это. Дети нам Богом даны, и кто вообще может посметь поднять свои руки на них? Они нам даны Богом, и только Господь их может забрать, когда Он захочет. Я, как мать 3 взрослых детей и бабушка 4 внучек, рожденных в 2022 году, могу с уверенностью утверждать о плавающей в сетях информации, которая говорит, что сейчас, после рождения младенчиком, специально повреждаются шейные позвонки, хитростью и обманом вмешиваются в ДНК. Детки начинают держать головки позже, садиться позже. Зачастую тормозится их умственное развитие. И этот вывод сделала, видя не только моих внучек, но и невольно, общаясь с другими мамочками, убедилась в этом, которые их детки
также развивается гораздо позже. И многие из них становятся инвалидами. От чего мы уехали? От того зла, от того мира жестокого и злого, которые под видом так называемых властей диктуют свои темные дела, которые мы, как рабы, они считают нас недееспособными, подчиняться под их диктовку, под их правила. Мы, конечно, понимаем, что здесь работает сила Божия, а другая сила от врага. Но кто сильный-то? И кто сильнее? А кто сильнее? Бог, конечно. Но вам нас не победить. Нет. Нет, еще раз нет. И сколько бы вы сюда бы не ездили, сколько бы вы не забирали у нас детей, или хотите вы их забрать, или не хотите вы их отнять, что вы хотите сделать, ничего у вас не получится. Ничего. Нет, нет, нет. Вот так и знаете. Потому что Бог, Он всесилен. И Он может все прекратить. Все прекратить в один момент. Воскресе! Господи, благослови! Аз грешная благодарна Господу за то, что Он сподобил находиться здесь, в Царской империи Боголюбова. В данный момент иудейские слуги Антихриста мечтают о наших детях, хотят забрать их у нас для жертвы Антихриста и так далее. Конечно же, мы, мамы, ни за что им не отдадим наших детей в их лапы. Руки прочь от наших детей. Аминь. Мы не хотим, чтобы дети у нас были, как выросли, предателями нашей православной веры, нашей царской империи. Я хочу немного сказать о воспитании в школах. Раньше школы были при храмах, церковно-приходские. И главным уроком в расписании был урок «Закон Божий». Дети учились познавать Бога, знакомились с жития святых. И это все им помогало строить свою дальнейшую жизнь по воле Божией. Что противоположно сегодняшнему воспитанию, которое губит душу детскую, все нравственные качества в человеке, приучая к гордости, тщеславию, неуважению к родителям и их почитанию. Мы русский народ, и наша вера правая и правильная. И не лезьте в чужой монастырь со своим уставом. Русь святая была, есть и будет во главе царя-батюшки Зосимы. Вот они приезжают в обитель царя-батюшки, что они хотят? Дайте нам детей. А с каких делов я вам буду давать своих детей? Вот мне так интересно. Вы понимаете, я мама, у меня есть ребенок. Почему я должна вам отдавать своего ребенка? Вы какие права вообще имеете? Я своего ребенка не продавала. Вы все должны знать, что все, кто получает помощь на ребенка при рождении, это значит, ты продал ребенка государству. Это мало кто знает, но это по их законам. Так я вам скажу. Я своего ребенка не продавала и продавать не собираюсь. И вы никакого права не имеете свои лапы простирать моему ребенку и ко всем детям в царской обители и по всей России, где живут русские дети. Вы приезжаете за детьми, старайтесь угрожать нас, детей уберете. Какое вы имеете право? Это дети наши. Мы их родили, мы их воспитываем. Какое вы имеете право? Вы своими детьми занимаетесь. Наших оставьте в покое. Мы хотим воспитать их в православной вере, в чистоте православия, по заповедям Божьим, и Евангелию, как мы стараемся жить и живем так.
под руководством нашего Господа Бога и под руководством нашего царя-батюшки, который нас ведет, который любит народ и хочет, чтобы все пришли именно к истинной вере, чтобы служили Богу всем сердцем и душой. У него сердце болит, и страдает он, и мучается из-за того, что люди не понимают, погибают просто, идут в ад, все идут. Раба Божия Иннокентия Серафима. Хотелось бы обратиться к черношляпникам. До каких пор вы будете приезжать в царскую обитель и угрожать, что якобы вы здесь устроите маски-шоу? Вы уже не раз приезжаете, устраиваете эти маски-шоу. Но вы думаете, что этим вы нас посрамите? Нет. Вы хотите забирать наших детей, они вам не принадлежат. Ваша антихристова система порабощает всех, детей с самого рождения. Мы не позволим этого. Мы, живые люди, живые мужчины и женщины, заявили на весь мир, что мы оживились при свидетелях. Весь мир об этом знает. Наши дети тоже оживлены. Что хочу сказать, к нам приезжают и спрашивают, почему ваши дети не ходят в школу. Мы потому что категорически против всяческих рамок, которые облучают детей, заборов, за которые не смеет вступить родитель. Родители не имеют права вступить на территорию школы без разрешения, не могут посмотреть, как учится их ребенок, куча запретов, видеофиксация, видеосъемка, при том, что мы ее запрещаем, как живые люди, не желаем, чтобы наши персональные и иные данные были где бы то ни было. Особенно обращаем ваше внимание, все персональные данные вас и ваших детей, физических лиц, отправляются в Великобританию. Наши дети, ваши дети проданы, наши дети с нами, а ваши дети проданы. Ваши дети принадлежат Папе Римскому и иже с ним. Мы Русь православная. С царем-батюшкой. У нас, когда в 17 году свергли царя Николая II, никто не отменял нашу царскую власть, так и осталась законной. Но нам почему-то внушили и обманывают народ, что у нас светское государство, так это на самом деле так нет. И вот эта действующая власть хочет забрать у нас наших детей. А с какой стати мы должны, живые люди, каким-то иудействующим отдавать наших детей? Какая мать отдаст своего ребенка каким-то непонятным людям? Вообще это беспредел просто творится. Они вообще уже обнаглели и просто вот эта вот юстиция ювенальная и вообще вот просто вот забирают детей у родителей. Это просто беспредел. Люди, встаньте на защиту своих детей. Неужели какая-то власть, кучка вот это вот, может у нас отбирать их? Это просто недопустимо. Слава Христу! Смерть антихристу! Аминь. Аминь.